Всем привет! Сегодня у нас на обзор снова ноутбук от фирмы Депо российской сборки. Этот ноутбук является достаточно новой моделью, даже в интернете никакой информации о нем я не нашел. Напомню, что недавно мы делали обзор на ноутбук Депо в достаточно высоком ценовом сегменте. Модель этого ноутбука Депо VIP C1530. Модель новых ноутбуков VIP C15A11, в которых у нас в количестве 4 штуки. Я взял один на обзор, потому что не вижу смысла распаковывать все их, они все одинаковые. У нас, наверное, уже на канале сложилась такая традиция делать обзор на одинаковые ноутбуки сразу в нескольких экземплярах. Давайте уже посмотрим, что у нас внутри этой замечательной коробки. Итак, и вот он распакованный. Если обратить внимание с внешнего вида со стороны, то эти два ноутбука абсолютно одинаковые. Если смотрим со стороны. Если, конечно, мы их обойдем и посмотрим более тщательно и внимательно, конечно, некоторые различия есть, то есть немножко корпус другой. Изначально я подумал, что он прям вообще такой же. Также здесь есть система охлаждения сзади, отверстие для радиатора. Здесь его нет. Так, что же по внешним интерфейсам здесь у нас имеется? Если мы приглядимся, то размер корпуса соответствует этому ноутбуку, который ниже у нас. Также у нас здесь имеются интерфейсы HDMI, зарядное устройство, 2 USB 3,1, 2 USB Type-C у нас имеется с этой стороны. Здесь мы видим, что интерфейс был другой, но он просто перенесен на другую сторону. Так, по интерфейсам здесь особо различий нет. С другой стороны у нас сохранен разъем VGA для мониторов старого образца или же проекторов. Также LAN-порт, 2 USB-шника 3.1. Соответственно, разъемы под наушники и микрофон. Еще один USB Type-C и разъем под CD-карту. Вообще, если судить по наличию разъемов, то здесь, конечно, все дорого-богато. Если взять ноутбук какие-нибудь от фирм HP, Acer, Asus, то там, конечно, такое количество разъемов мы не найдем. Вот, допустим, HP. Ну, вы поняли, что разница в наличии разъемов и различных интерфейсов просто колоссальная. Единственное, что здесь очень неприятно в самой поставке этого ноутбука, то что здесь невозможно разобраться с комплектующими. То есть, если мы возьмем спецификацию, книжечку такую, то мы здесь вообще, в принципе, ничего не найдем дельного. И даже то, что здесь нам рекомендуется в получении информации, это наличие в модели ноутбука определенных букв и цифр, которые что-либо должны обозначать. Но я уже посмотрел, это вообще ничего не соответствует. Вот. Понять, что внутри ноутбука, мы как бы заочно не можем. Итак, из особенностей корпуса этого ноутбука, что я здесь обнаружил. Значит, получается, если этот ноутбук у нас, который первый Депо, он идет ровно, получается, ширина здесь в начале и ширина в конце, ближе к монитору, одинаковая. Здесь же идет на сужение к пользователю. То есть, как бы клавиатура наклонена к пользователю. Вот такое интересное решение. Также здесь есть на веб-камере механическая заслонка. То есть мы просто закрываем камеру и все. Здесь же она программная на корпусе внизу. Еще что очень интересно реализовано в этой модели ноутбука и находится с задней стороны, это отсоединение аккумулятора. Очень полезная вещь, если вдруг залагал ноутбук или что-то случилось, может быть залили, срочно достать аккумулятор. Современные ноутбуки нам этой возможности не дают, делают литой корпус, который необходимо разбирать. В случае, если что-то у вас заглючило, пролили жидкость на ноутбук, вам нужно выкрутить все винты, и пока вы это сделаете, соответственно, будет поздно. В этом случае есть одна заслонка, которая просто движением одного пальца позволяет вам достать аккумулятор. Что я считаю очень круто, это правильно. Диагональ матрицы 15,6 дюймов, вес этого ноутбука до 2 кг, и веб-камера у нас 2 мегапикселя. В принципе, по параметрам схож с соседней моделью. Также ценовой сегмент ноутбуков в данном случае это 60 тысяч рублей, этот 50 тысяч рублей. То есть наша новая модель чуть дешевле, чем та, которую мы обозревали раньше. Кстати, ссылочку на обзор по этому ноутбуку оставлю в описании, познакомитесь, если интересно. Кто не смотрел обзор про этот ноутбук, возникает вопрос, что там за комплектующие, раз у нас российское производство. На самом деле комплектующие там вполне себе не российские, это Intel, процессоры AMD, также и с остальными частями комплектующих. Что же здесь можно наблюдать интересного в новом ноутбуке? Во-первых, это его поставка с операционной системой.
Если в первом варианте у нас идет Windows, наша привычная, ну а здесь у нас Red OS Murом. Интересная операционная система, совсем новая для меня. Я раньше не встречал, не слышал о ней ничего. Но сейчас посмотрим, что это. Конечно же, я уже вижу, что это операционная система на базе Linux, куда же без него. Ну, какие-то особенности, наверное, она имеет собственные. При первой загрузке операционной системы Red OS мы сразу же получаем приветственное сообщение, которое мы можем закрыть. Ну и в целом, что мы здесь видим по интерфейсу? Интерфейс, в принципе, схож с другими операционными системами на базе ядра Linux. Ничего, так скажем, прям таки нового сильно здесь нет. Также она является российской, имеет все сертификаты безопасности зарегистрированные, то есть является безопасной. Ну, получается у нас ноутбук российской сборки с российской операционной системой. Дополню на базе ядра Linux. Linux у нас операционная система с открытым кодом, и поэтому многие разработчики этим пользуются, создают на их базе интересные решения операционной системы. О плюсах и минусах, я думаю, говорить в Linux смысла нет. Кто устанавливал, разбирается, понимает, что здесь к чему. Единственное, что здесь сразу же меня заботит, это установка принтеров. То есть, как принтеры будут устанавливаться к этому ноутбуку. Потому что в Linux с многими принтерами, а их огромное количество, были проблемы. Если мы откроем приложение «Конфигурация системы», то мы здесь, в принципе, видим всю информацию о наших комплектующих. Конечно, недостаточно подробно, как хотелось бы, но все определяется, драйвера все подтянуты, все хорошо. Итак, ладно, давайте пробежимся по техническим характеристикам, что здесь у нас внутри из комплектующих. Значит, открываем раздел с общей информацией, и здесь мы уже можем видеть все, что у нас установлено внутри. Во-первых, это процессор от AMD Ryzen 3 5400U. Как мы видим, процессор Ryzen 3 у нас оснащен 4 ядрами и 8 потоками с частотой 2,6 ГГц. Оперативная память здесь установлена плашка 8 ГБ DDR4 по видеочипу. Видеочип у нас встроенный в процессор, то есть отдельной видеокарты в ноутбуке нет. В принципе, за такую цену могла бы и быть, ну да ладно. По хранению памяти в этом ноутбуке установлен SSD NVMe на 256 ГБ. Как мы можем видеть, модель Wattposit. Что можно сказать по этому ноутбуку? Какие-либо тестирования делать я не вижу смысла. Данная система очень сильно уступает этому ноутбуку. Комплектующие далеко не новые. Оперативная память средний показатель. Процессор средний показатель. SSD средний показатель. Что-либо говорить о графических приложениях, конечно, они будут работать с трудом, потому что каких-то серьезных характеристик предложить нам встроенная графика от AMD не может. Говорить про игры, конечно же, подавно. То есть вот такой вот у нас ноутбук от фирмы Depot. Да, он постепенно русифицируется, то есть уже поставка идет с операционной системой российского производства на базе Linux. И, соответственно, комплектующие, конечно, хотелось бы увидеть тоже российские, например, Байкал. Ну, как российские, среднероссийские. Как бы у нас производство различных чипов отсутствует, поэтому что-либо полностью российского, конечно, в нем нет. Эта тема стала вообще для меня актуальной, потому что я уже получаю не первый российский ноутбук, и, так скажем, уже есть представление о том, что происходит у нас в IT-технологиях, в производстве компьютерной техники. В целом мы идем все больше к русификации, но, допустим, человеку, который никогда не работал с Linux, будет очень тяжело привыкнуть к нему. Это огромный минус. Что говорить о характеристиках? Конечно, это дорого, потому что такие характеристики должны стоить намного дешевле. Ну и в целом, может быть, конечно, дальше фирма Depot будет развиваться. В принципе, дизайн ноутбука приятный, пластик приятный на ощупь. То есть они могут делать вещи, но нужно еще, наверное, немного развиваться. Насколько я знаю, вообще ноутбуки Depot также собираются на Байкале процессорах и Эльбрусе. И хотелось бы, конечно, потрогать руками именно эти ноутбуки, на что они способны протестировать. Но пока то, что имеем, то имеем.